Мои приветствия всем! Рада видеть вас на групповой медитации во время портала 4.4. С вами Алена Стройтова, проект «Ключи мастерства». И нам, наверное, вернее, вам, наверное, повезло, что сегодня у нас с вами суббота, а у меня рабочий день получается, потому что кроме того, что надо подготовить трансляцию, запустить трансляцию, провести трансляцию, еще кучу действий совершить после трансляции. Так что улыбаемся и машем. Всем пламенный привет. Давайте для начала проверим, что у нас со звуком и с видео. На всякий случай напомню, что мы продолжаем пытаться вести мультистримы. Соответственно, раньше я сказала, что у нас основная трансляция на Ютубе. Сейчас даже не знаю где, потому что ВК и Рутюб трансляция есть. Наверное, все-таки основная трансляция на сайте, хотя он, если там, я не знаю, 1000 человек зайдет, он, конечно, не выдержит такого объема. Дальше нужно будет что-то придумывать делать. Параллельно трансляция идет в запретбруке и запретграмме. И кто у нас тут в комментариях писал, что там плеер на сайте, чего-то с ним не того, там вообще-то вкладочки сверху есть. Вот хочу обратить внимание на этот такой сигнал хороший, да, о том, что привыкли ходить. Ну, знаете, есть какая-то привычная картина, и ты чего-то ждешь, когда картинка немножко чуть меняется, это вызывает сложности сориентироваться. Вот у нас сейчас большое обновление идет на всех проектах, сайтах, ну, как весна обычно. Алена села за такую работу. Соответственно, вначале вызывает дискомфорт, не знаю, куда пойти, чего-то там найти, запуталась, не могу. На выходе потом привыкаешь. Но это вот один из симптомов. Да? Мы очень сложно перестраиваемся, потому что очень много прописано на автомате, и частично про это сегодня тоже с вами будем говорить. Тема сегодняшней трансляции у нас реструктуризация жизни, соответственно, также будет называться медитация. Это основная тема, и я вот сижу и думаю, интересно, как это в январе, я обычно так задолго не считываю, да, но просто в январе это было прожито, это было главным осознанием конца года, что нужно срочно много чего менять и переделывать. И вот мы с вами на том этапе, когда это начинает реализовываться, причем начинает реализовываться нашими руками, потому что у Бога нет других рук, кроме нас, наших. К сожалению, большая часть населения, да, планеты Земля в этом плане пассивная, соответственно, вот наши руки, они у нас. Тоже несколько слов про это скажем. Ну, это то, чему нас учили последние годы, в принципе. На YouTube 2 трансляции параллельно. Да, одна вертикальная под мобильное устройство, вторая под широкоформатный экран. Уже не первый месяц так происходит. Вот, кстати, тоже одно из нововведений. Не знаю, нужно оно, не нужно. Если бы у нас YouTube был продвигательный, работал бы как раньше в России, соответственно, может быть, и не делали бы так. А поскольку сейчас без разницы, ниоткуда люди не приходят. Я сегодня зашла вот за предграмм и прям это расстроилась, да, когда-то там было 68 тысяч, вот теперь уже 3 года, как прошло, по-моему, да, с 24 уже. Соответственно, 64 это при том, что большая часть неактивных, потому что туда очень редко заходит. Ну, в общем, глухо везде. Что с этим делать, я не знаю. Посмотрим, как пойдет. На всякий случай напомню, да, у нас основной сейчас источник – это все-таки сайт Центра обучения, на который можно попасть через главную страницу, как выяснилось, ключи мастерства. Я просто эту кнопочку убрала, да, в процессе новаторства и дизайна. Мне сказали, мы теперь попасть в Центр обучения не можем, верните обратно. Ну, там сегодня опять вас будут ждать удивительные вещи, потому что я с утра уже там посидела и много чего в очередной раз поменяла. Но это, кстати, очень мощная тенденция того, что разворачивается. Я не помню, как было, например, 2 года назад. Я очень хорошо помню прошлый год и как было до этого. Я думаю, последние 2-3 года примерно тенденция одинаковая. Если вот исходить из циклов года, да, энергия начинала выстраиваться к дню весеннего равноденствия, такой вот был мощный взлет, а потом такой слабенький какой-то. В общем, апрель был тухленький, май, несмотря на цветущие деревья в средней полосе, да, и мой день рождения тоже был он таким не особо прям активным. И опять энергия начинала выстраиваться к дню летнего солнцестояния. Так было много лет. У нас групповые медитации идут с 2012 года. Соответственно, вот если открутить назад, посмотреть, что там говорилось, вот примерно про это было. И особо никакой активности не было.
Потом начались изменения серьезные, сдвиги какие-то пошли. В том плане, что вплоть до самого дня равноденствия особо энергия-то и не считывалась. Вот этот пик привычный, да, он не ощущался. А с чем я это связываю? С тем, что магнитное поле Земли наполнилось, да, вот этой световой плазменной энергией на выходе. Теперь вот это тороидальное поле, которое вокруг Земли крутится, через полюса проходит вверх-вниз, оно насыщено. Соответственно, мы не чувствуем таких мощных всплесков, независимо от того, есть вспышки на Солнце, нету, идет у нас коридор затмения, не идет коридор затмения, солнцестояние, равноденствие. Более-менее, да, оно выглядит все аккуратно, хотя пики бывают. А вот врата, то есть когда нечто открывается, в чем разница? Врата, они не стоят все время открытые, да, иначе было, ну, вот как простое пространство. То есть это нечто, через что ты проходишь. Помните, как через игольное ушко раньше такая в Библии, метафора хорошая была. Вот как пролезть через игольное ушко. Вот это пролезаешь каким-то образом и оказываешься с другой стороны. И вот конкретно в этом году день весеннего равноденствия послужил такими вот вратами, таким порталом, через который действительно нужно пройти. И он послужили, врата они, да, они послужили стартовой точкой мощных процессов. То есть не как раньше, вот постепенно все раскачивалось, энергии становилось больше, и был бурный выплеск, да. Мы сажали семена, взращивали, поливали их, и потом летом все это взрастало. Нет, сейчас история другая. Мы как будто бы вот просочились по ту сторону, и здесь совершенно другой уровень энергии, и здесь совершенно другая работоспособность. И здесь, ну, я бы сказала, даже свойства и качество пространства вот этой вот реальности, да, что у нас там 3D, да, длина, высота, широта, оно как будто бы ощутимо другое. И все это связано с процессом воплощения, манифестации, якорение, заземление. Терминов можно набрать очень много, суть будет такая. Да? Мы начинаем манифестировать, но это не когда вы что-то задумали, оно проявилось, да? А проходим через мощный процесс реструктуризации нашей жизни. Потому что наблюдался в последние годы колоссальный разрыв. Почему говорю в последнем? Потому что до этого вообще было достаточно глухо. С этим совсем, с творением, с манифестацией. Вот лучше, наверное, слово творение, не манифестация. Да, не будут это, да, с картами желаний, ассоциаций никаких. На выходе что получается? Очень большой разрыв. Я сейчас, скорее всего, обращаюсь к своей проверенной аудитории, ну, то есть кто не первый день и даже, может быть, не первый год с нами, у кого за плечами достаточно большой опыт именно личной трансформации, да, когда тебя выворачивало изнутри наружу, либо в принудительном порядке, либо вы сами изъявляли желание, потому что понимали, что дальше так двигаться нельзя и нужно что-то менять. Но самое главное, вот начитанность, да, огромное количество деклараций, когда вы о чем-то заявляете, огромное количество там мечтаний, намерений, назвать можно по-разному, оно вот было, ну где, на уровне сознания, на уровне ментала, да, и никоим образом, вот слово хорошее пришло, не оседало в реальности. Ну, то есть, понимаете, несмотря на то, что вот эти идеи шпарят, ну, бесконечно, да, определенными циклами в течение каждого года, и этот год не исключение, но по сути, да, вот оседала в виде материальных творений буквально маленькая-маленькая толика. И то это что? У кого-то это хобби, у кого-то это творчество, у кого-то такая работа, как у меня, когда мы это можем осадить, да, вот к термину якорения и заземления сегодня появилось новое слово – осаждение, осадить. Я потом залезу, посмотрю, что это слово означает на самом деле. И на выходе вот это все вот оно проявлялось, да, с помощью наших рук, но получался такой диссонанс. То есть на уровне сознания здесь много чего выстроено, да, безусловная любовь, тотальное принятие, мир во всем мире, тра-ля-ля и так далее. Ну, в общем, привычные нам все 5D-темы, они вот здесь вот. Да? Что-то из этого благодаря последним годам начало проявляться в виде творений. Да? Это то, что мы делаем, то, что осуществляем. Но, к сожалению, огромные завалы неразобранного всякого
хлама оказалось сосредоточено в жизни, вот в разных сферах жизни. Ну, понимаете, вот если колесо баланса есть такое, да, там много-много сфер жизни рисует, вот если его взять, вот сколько из этих сфер выровнены, согласованы, да, или полностью когерентны тому, что у вас находится вот здесь. Я уже не говорю про тех, кто когда начинает, да, у них духовная жизнь, это, ну, скажем так, отдельная история. Они тайком занимаются, чтобы никто не знал, ни родственники, ни друзья, ни мужья, не дай бог узнают, не дай бог осудят и так далее. Вот это оставляем за кадром, да. Я к тому, что хоть, ну, кто-то, ну, как-то сонастроил уже, да, вот это свое внутреннее состояние, внешнее проявление. То есть вот эта часть сложилась. Ну, нас эти многие годы к этому готовили, вели, пинали, я бы сказала, в позу зю, моя любимая фраза, ставили, да. А на выходе огромное непаханное поле оказалось в быту, в повседневке, во взаимодействии с людьми, не с единомышленниками, не с близкими друзьями, которые разделяют твои интересы, а там в зарабатывании денег и так далее. Понимаете? Получается, вот внутри, это даже не внутри, есть вот это внутреннее наполнение, внутреннее содержание и несоответствие разным сферам жизни. Я вот когда в очередной раз тут дня 2 или 3 попала на сайт и поняла, что меня там опять все не устраивает. Причем в этот раз с интересным таким мотивом. Это старое, скажем так, объяснение. То заходила и понимала, что сайт не соответствует моему текущему мироощущению. Я там все меняла. Это где-то было зимой, весной, неважно когда. Главное, вот это было несоответствие. Тут у меня, наоборот, вдохновение от того, какие возможности дают вот эти нейросети, программирование, когда ты что-то хотел сделать, не мог. И мне тут вдруг просто посыпались все эти идеи, которые когда-то не получилось реализовать, потому что у меня технических знаний не так много, программирование вообще по нулям. И тут я решила попробовать, и начало получаться, да. И на выходе мотив сменился, да, вот для творения. Не потому, что не соответствую, да, а потому что есть возможности, есть инструментарий, который может применить. Вот оно, идея появилась, и есть инструмент. Это очень важный симптом. Это вот то самое ощущение, про которое нам много лет говорили, вы будете поддержаны в реализации своих намерений, своего видения, своего духовного пути, будете поддержаны. И вот это важный момент, важный разворот. Наконец-то, не во всех областях, я вот только пока в одной столкнулась с этим. Хотя в быту тоже. Я начала с чего? Начала с наведения порядка в компьютере, потому что у меня там все время завал, файлики разложить по местам, попереименовать их, там что-то еще такое сделать, то есть реорганизация. Следующий момент был почта. Я туда очень редко захожу, то есть я настроила таких помощников, которые раз в день проверяют почту, если там что-то важное, семафорят, кричат: «Алена, обрати внимание». Потому что я хожу редко, да, иногда сервисы забываю продлевать. Главное сейчас этот сервер не забывать продлевать, чтобы сайт был доступен. То есть я начала с очень личных вещей каких-то, но там дальше можно двигаться. Потом это перешло в проект. Но появилось это ощущение поддерживаемости, поддержанности. То есть тебя поддерживают. И как будто бы я с новыми глазами, кстати, перечитала отчет Лорен последнего времени, потому что у нее там про это много говорится, что наконец-то заякорена та инфраструктура, и сколько на платных курсах, на продвинутых последнего времени, да, я про это говорила, что мы прокладываем дорожку. Дорожка настолько натоптана, что теперь там можно ходить и даже ездить совершенно спокойно по накатанной. Это особенность 26 года, которая проявилась вот в апреле, по крайней мере для меня. Может быть, для вас это проявилось чуть раньше. И на выходе начался процесс глубокой реструктуризации, но не просто реструктуризации чего-то внешнего, а конкретно своих сфер жизни. И этот процесс идет не очень просто. С одной стороны, он связан напрямую с биологическими изменениями, то есть изменениями физического тела, они идут рука об руку. А с другой стороны, знаете как, мы настолько вот к этому комфортному, привычному привыкли, настолько оно
Ну, когда все классно и замечательно, это одна история, да. Когда у тебя все замечательно в отношениях, тебя полностью устраивает. Когда у тебя замечательная работа, ты там реализованный, все, что хочешь, получаешь, тоже замечательно. А по большей части мы соглашаемся на меньшее. И на выходе, вот когда мы наращиваем этот цвет, наращиваем эту любовь, для начала или параллельно с этим, да, прорабатываем какие-то части себя, включая там теневые, неприятия и так далее. На выходе, казалось бы, глубочайшие изменения внутренние, да, мы ждем их проявления вовне. И вовне, кстати, поскольку пространство стало более пластичным, они отзываются. А в жизни, в твоих сферах жизни, самое ближайшее — семья, друзья, да, работа, там дом. Давайте спрошу, когда вы последний раз ремонт дома делали? Мебель переставляли? То есть не там какие-то украшательства маленькие, да, а вот так вот раз капитально. А вот оно про это. Для того, чтобы была согласованность. Мы весь прошлый год говорили про внутреннюю согласованность. Особенно, да, на пробуждении чакр. Это новый курс, который мы закончили записывать в январе. Там согласованность физики, согласованность эмоций, согласованность ментального поля, да, и духовного. Вот про эту согласованность. Потому что это интегрированный человек, интегрированная личность, у него все согласовано. А тут оказалось, сколько бы ты ни работал, да, вот эта внутренняя согласованность присутствует. Еще раз говорю, я обращаюсь к давным проверенным нашим попутчикам, единомышленникам. Вот эта часть внутри присутствует. Задача, начиная вот с весеннего равноденствия, сделать так, чтобы все это было согласовано с разными сферами жизни. Обратите внимание, оно не с вами конкретно, не с тем, как вы проявляетесь, связано, да, а именно со сферами жизни. Ну, сейчас вот по дому, наверное, у многих начался этот процесс, поскольку весна, обновление, да, хочется что-то там попереложить. У меня вот в разных частях квартиры разные кучки лежат, потому что я из шкафов повытаскивала, руки еще не дошли, не все дошли переложить, но вот они в разных, то есть я их уже повытаскивала, чтобы мимо не пройти, спотыкаться и точно разложить. Вот это внутренняя потребность, да, вот это весеннее обновление. Но тут на самом деле процесс глубже реструктуризации жизни. Начиная от темы питания, возможно, да, и заканчивая финансами, как вы ими распоряжаетесь, куда вы вкладываете, как вы там что-то делаете и так далее. Много моментов. И вот это отличие, потому что в том году тема тоже разворачивалась, обновление. Но обновление с каждым равноденствием идет весенним. Но в том году мощная тема была упрощение. И вот посмотрите, то есть, когда я в том году про это рассказывала, не единожды мы в эту тему заходили, сложно было ломать себя, потому что в первую очередь что начинали делать по-старому. Ну вот, говорю, ремонт в квартире очень хороший пример. Понравился, не знаю, там новое креслице, вы его не смогли мимо пройти, заказали, вам его привезли, и вы его ставите, то есть вот так вот раздвинули в разные стороны мебель и нашли уголок, куда это поставить. И вряд ли задумывались о том, ну, чтобы вот что-то выкинуть, там от чего-то освободиться, еще так далее. У меня в этом случае пример показательный. Буквально вот, по-моему, прошлой неделе у нас была очень активная, мы же мастер-класс записали, да, новый. Кстати, кто у нас был на мастер-классе, материалы практически готовы. Вот начнется неделя, письмо вам отправим, потому что тетради для печати уже выложены, все выложено, там все готово. Единственное, только вот последний раз свежим взглядом сверить осталось, все ли правильно сделали, все ли ссылочки активны, а так там все готово. И на выходе. А вот только там буквально вот озвучила я эту идею на тему того, что у нас же есть приложение, которое то работает, то не работает, давно не обновлялось, оно меня расстраивает, на выходе на него забила. И как-то я вот и не то, что не трогала, но оно же есть, но на выходе это на самом деле очень мощно ограничили. Почему? Потому что сайт у нас существует сам по себе, и я там случайно озвучила, что, наверное, надо бы уже, может быть, от него избавиться. Вот как оплата закончится, во-первых, там деньги вкладываются большие в него, на выходе бесконечное расстройство, когда люди пишут, что-то там сломалось, и потом, когда обращаешься, да, в службу поддержки, там ждешь месяца 2 минимум, когда что-то там наладится. А я так не люблю. Мне нужны позитивные эмоции, позитивные какие-то состояния, а не вот это бесконечное расстройство.
Я это озвучила, на следующий день поняла, что это мощный ограничитель, который хочется скинуть. И на выходе вот все изменения, которые в последнее время с сайтом связаны, именно потому что вот я разорвала эту связку. Функционал приложения достаточно ограниченный. И мы не могли вот много чего сделать, потому что в приложении этого не было. Ты вот никак при всем желании туда воткнуть не мог. И чтобы вот не было большого различия, сейчас, когда я вот поняла, что я готова с ним проститься, да, избавиться от того, что не работает, расстраивает, как-то не так функционирует, вполне возможно, для того, чтобы заменить на что-то новое, более подходящее, на выходе вот этот буст пошел, драйва, активности, нового фокуса. Почему? Потому что скинул гирю, которая тебя держала, не давала развернуться. Вот то же самое нам предстоит, начиная с этого месяца, реализовать в сферах жизни, во всех сферах жизни. Поскольку сфер жизни очень много, возможно, заметили, уже некий процесс пошел, начиная там с каких-то мелочей, либо с какой-то одной серьезной сферы. И понятно, что этот процесс будет не быстрый, он продолжительный, потому что слишком большое вот это расхождение. Очень большое расхождение. Я сама, кстати, замечала, вот я ж в марте ездила к отцу в гости, у меня прям там вот эти подростковые рычащие нотки в какие-то моменты включаются. То есть дома у меня этого, но это надо мне очень сильно устать, перетрудиться для того, чтобы я вот зарычала. Ну, знаете, когда там с недовольством таким, с раздражением говоришь. А папе достаточно несколько слов сказать, и вот это включается, да, вот эта ролевая давняя, которая лет 10, наверное, я не видела. Но она включается. Это Марис обратил внимание, говорит, надо же. Я говорю, вот так вот бывает, оказывается. Молитва к Богу намного сильнее любых медитаций, говорю из личного опыта. Возможно, если вы тому Богу молитесь. Я не против. Так, классный мастер-класс. Я даже не могу. Я не знаю, откуда вы заходите. Вот смотрите, вот эти вот не конкретика такая. Я даже не могу через VPN зайти. А вы откуда, с какой страны и так далее. У нас вот на эту тему даже говорить не хочу, иначе сейчас опять начнется расстройство большое, потому что здесь очень большие какие-то изменения идут. Мы это один раз уже проживали, кучу ограничений со всех сторон. Сейчас якобы теперь здесь то же самое начинается. Меня это радовать совершенно не может. Так, я хочу вам парочку вещей зачитать, я себе поподчеркивала. Сегодня, кстати, добралась. Лорен выложила, сколько-то недель, наверное, назад отчет на месяц. Я выкладывала в Телеграм-канале и вот в сообществе нашем вешала. А тут решила его все-таки дочитать. И какие-то моменты... Вот, кстати, вот это про соединение обычной повседневной жизни с внутренней истиной, это вот из Лорен фраза взята, но просто у нее там много-много разных тем поднято, да, мне вот это вот срезонировало очень сильно. Слияние повседневных аспектов жизни с высшими силами творения – это процесс медленной реконструкции, которая предоставляет время, пространство для того, чтобы обратиться ко всем сферам жизни, в которых требуется воскрешение. Кто у нас в религии, да, сейчас в Америке, по-моему, на этих выходных Пасха, а через неделю в православии будет Пасха, и, соответственно, с этого момента отсчитывается, я вот все время не читала это про Пентекост недавно только узнала, что это такое, что это Пятидесятница, да, из библейские отсылки. Меня вообще удивляет, насколько вот каналы, что американские, что в свое время британские, типа Алисы Бейли, насколько они сильно переплетены вот с этой религиозной тематикой. У нас все-таки немножко все иначе. Да. 70 лет безбожия все-таки оказало свое воздействие. Кстати, это вот еще один процесс, но пересмотра и восстановления целостности картинки, раз вот сюда зашла случайно через Лорен, да, про воскрешение. Очень интересно, что у меня вот, например, знакомство с историей, пересмыслением каких-то фактов исторических, оно закончилось, Советский Союз развалился, выросли, на этом все. Единственное такое, когда вот по разным странам ездишь, залезаешь или по каким-то местам, и там читаешь исторические какие-то вещи. И только недавно до меня дошло на самом деле, что
А мы-то выросли на коммунистической идеологии, на выходе там был определенный, да, подход к истории, и явно там не было вот этого религиозного компонента, да. Тут даже не про религию речь, а веры не было, которая является неотъемлемой частью общества во многих странах. И на выходе, если вот через призму веры посмотреть на то, что происходит в разных странах, какие процессы были и какие, самое главное, причины чего они являлись, это появляется такой еще один элемент, необходимый для того, чтобы иметь целостную картинку. И оно так, знаете, как оно расплыло, и после этого сидишь и думаешь, блин, а почему раньше ты до этого не додумался? Почему надо было вот где-то подсказку и для того, чтобы это развернулось? Вот это время вот глубоких осознаний, когда вот в нашу плоскую, потом жизнь кажется плоской до этого, которая была, просто потому, что появляется новое какое-то измерение глубины, куда ты до этого не заходил и не смотрел. Это удивительно. Но на выходе это очень сильно перегружает. Вот смотрите, да, на уровне сознания какие-то выпавшие сферы возвращаются. Как возвращаются? Ты их не терял. Ты просто туда никогда не смотрел. И вот они вдруг на место встают и требуют тотального пересмысления. Потому что через эту призму, ну, ни одной заготовки нету. То есть это вот новая территория совершенно, которая не задокументированная и не картированная. То же самое, вот эта перестройка, согласование, выстраивание, точнее, согласование между тобой внутренним и всеми сферами жизни. Это колоссальный объем всего и вся. Плюс, если идет какие-то личные трансформации, да, там взаимодействие с людьми, вот отсюда вот это ощущение, несмотря на состояние парения, мощного потока, может ощущаться и вот опустошенность, и усталость, но просто событийность зашкаливает. Такое ощущение, что too much всего. Кто такая Лорен Гарго? Ну, Лорен Гарго – это канал. Мне сложно объяснить, если вы не находитесь в нашем телеграм-канале, где ежемесячно уже несколько лет прогнозы, вернее, точнее, отчеты выкладываются. Очень часто мы это обсуждали, поэтому если вы не в теме, ну, просто пропустите это, слушайте все остальное. Пятидесятница, Троица. Это 50 дней. Я вот недавно вникла в эту тему, все-таки пошла и почитала, что же это такое, причем не через Лорен, а через кого-то другого туда зашла и поняла, что вот оно, этот момент, ну Пасха это что такое? Это воскрешение, да, мы говорим про вознесение, по сути в Библии это отражено как воскрешение, когда Иисус вознесся, да? И на выходе потом 50 дней прошло, вот эта Пятидесятница, как раз-таки, с которой заканчивается наша Троица, тот момент, когда все эти апостолы получили какие-то откровения и пошли проповедовать и вот выстраивать эту новую церковь и так далее. Опять же, могу говорить с искажением, потому что я прочитала, для себя поняла, но самое главное, эта фраза, да, «пятидесятница», оказывается, на английском вот этот пентекост, про который Лорен все эти годы пишет после Пасхи, это как раз-таки одно и то же. Вот эти 50 дней. Соответственно, после воскрешения требуется 50 дней для того, чтобы что-то реализовалось. И вот у нас, конечно, времени требуется больше, это вот период, да, такой духовно-религиозный заканчивается, мы это в сторону откладываем. А если вот вернемся к теме упрощения, как было в том году, вначале было осознание, емкое понимание, потом ты пытался, опять же, аналогия с квартирами привела, впихнуть кресло в старое место пространства, и потом ты понимаешь, оно там не встает, и не с первого раза начинаешь это пространство расчищать, раздвигать, может быть, переставлять, может быть, там чего-то избавляться и так далее. Но весь вот этот год, получается, с прошлого равноденствия мы этот навык тренировали. Но это, опять же, для кого актуально? Тем, кто столкнулся с упрощением. До этого, если был год, не ошибаюсь, был год структуризации. Мы там структуру выстраивали. И на выходе вот каждый год у нас есть некая тема, над которой мы работаем. То есть она приходит как мощное озарение сознания, неважно, это ваше внутреннее сознание, да, или там где-то про это услышали, прочитали. На выходе, поскольку, ну, оно очень хорошо описывает вот это совпадение, да, там стопроцентный матч идет. И на выходе резонанс, да, и вот вы начинаете двигаться туда. И теперь год спустя вот все, что мы делали, сейчас у нас вот мастер-класс был, до этого мы запустили практику по местам Вознесения, записываем новую версию курса. И там уже все упрощение. Как только рука тянется усложнить, ты уже все, ты понимаешь, что это на автомате встроилось, давайте упрощать.
Таким образом, вначале, вот я вспомнила, да, за год до этого мы выстроили структуру, потом был принцип упрощения, сейчас вот эта реструктуризация начинается. Но не просто реструктуризация, да, реструктуризация именно жизни, разных сфер жизни. И получается, через год оно уже будет более-менее выровнено. Нужно понимать, что процесс непростой, да. Оно, когда встало на свои места, кажется, что так всегда было. Мы вот на сайте это наблюдали. Мы тут, когда мы там, по-моему, в феврале, да, этот обновился ChatGPT, я там стала рисовать картиночки, мы как раз вот теплые письма делали, согревающая медитация, там такой теплый, красивый визуал, ну вот я на него попала, и мы там отрисовали дофигища, по-моему, картинок 50 в разных вариациях. И мне захотелось, чтобы вот это тепло перенести на сайт, и мы там много чего поменяли. Единственное, только это был чисто визуал, да, без дизайна. А сейчас вот доложилось, чтобы одно соединилось с другим. Вот он был процесс, стартовая точка. Да? Передать вот это тепло, которого не хватает, хочется согреться, вот это, чтобы было ощущение облегчения, какой-то радости, еще чего-то такое. Самое главное, что все это очень символично. Вот я сейчас вам говорю, да, и мне тут разные из разных вот сфер жизни прям приходят целые картинки, подгружаются. Типа того, мы же из Риги уехали, мы там квартиру сдаем, сейчас заезжает новый жилец, он первым делом попросил избавиться от большей части мебели. Типа у меня своя есть. Тоже же это не просто расхламление, потому что ты избавляешься от хорошего. В некоторых случаях от любимого. Но чем-то приходится, ну, в смысле, жертвовать, да, потому что ты понимаешь, что дальше никак. В общем, слишком много направлений, поэтому хочу напомнить о важном. Фокус и приоритеты. Я на курсе вчера наговаривала аудио про это. Фокус и приоритеты. Как только чувствуете, что тонете вот в этом хаосе, и тут надо, и тут надо, и тут надо, и тут надо, особенно если у вас структура не выстроена, вот за 2 года до, да, когда каркас складывали. Вот если у вас это не простроено, в этом хаосе начинаешь тонуть. К вечеру падаешь без сил, чувство тщетности, потому что много чего начал, ничего не закончил. Возвращаемся к простой упорядоченности и структуре. Начинается ни с чего, с приоритета. Что для меня конкретно важно сегодня? Вот надо это все в постах отдельных писать, а не вам тут рассказывать. Ну, накопилось. Пока я на сайте 2 недели сидела, я не до эфиров было. Потом я от мастер-класса доходила. 6 часов – это слишком оказалось. Так. Фокус и приоритет. Что для меня важно сегодня? А то мы как инструментов поналожили в курсе, и люди забыли вообще, зачем пришли. Все вкусное, красивое, и это, и это, и это, и это. Ты зачем в магазин пришел? За сметаной? Возьми сметану, развернись и уйди. Банальные бытовые примеры провожу, но без этого никак. Они очень хорошо показывают суть. Если ты пошла встречаться с подругой, ты идешь встречаться с подругой. Все остальное пофиг. Где ты там что увидел, к чего-то. Твоя цель – дойти и встретиться с подругой. Я вот так пару раз уже не доходила. Угу. Вот это самое важное. С утра проснуться. Раньше мы делаем вдох принятия. Важно было. Сейчас он тоже важен, потому что все переворачивается сверх на голову. Но вот этот мой главный приоритет. А как вы понимаете, в семье приоритет один, с родственниками приоритет другой, на работе приоритет третий и так далее. Важно видеть свои приоритеты. Если ты их для себя не озвучиваешь, и неважно, в начале дня, в конце дня, на следующий день приоритет, главный фокус не озвучиваешь, на выходе вот складывается вот это ощущение хаоса. Потому что слишком много всего наваливается, чего нужно и хочется сделать. Окей? Ой, с Украины не работает VPN. У меня тоже вот каждый день он отваливается по несколько раз на день. Я сегодня впервые провожу экскурсию по Москве. Поздравляю. Ну, чтобы вы понимали, да, все, кто сидит вот в запретграме, в запретбуке, в Ютубе, мы нигде вещать не можем. Более того, в Телеграм-канал зайти не можем. Все это закрыто.
Соответственно, без спецсредств туда не попасть. И сколько мы еще сможем выходить, это вопрос хороший. Вчера был массовый сбой из-за всех этих, говорят, ограничений. Не работали ни прием денег, в общем, банковские эти полетели. Так что тут все очень интересно по некоторым моментам. Так, ну я вернусь. Это то, что я вам прочитала первое. Так, самое, что мне понравилось, да, структурные силы небес на Земле, доступные теперь для перестройки реальности, это те, которые сейчас транслируются Солнцем. Ну, то есть задействовано все. И астрологические какие-то вещи, и кометы, которые мимо пролетают, и вот эти солнечный ветер, вспышки на солнце. Тут вот в том году появились какие-то коронарные дыры, которые воздействие оказывают. Уже высшие силы не знают, каким образом развлечь нас, да, и направить на путь истинный. А люди, как всегда, всеми силами сопротивляются и тормозят. И вот здесь вот предупреждение, да, что вот на всем этом периоде сезона воскрешения, на выходе с вами выяснили, да, он начинается с Пасхи, длится 50 дней, и неважно, чья у вас Пасха, нужно ничего не делать, но быть проводником, через который эти небесные силы могут войти в физическую землю жизни, ну, физическую территорию жизни. Фраза звучит так, понятно нам, да, быть проводником. Ну, то есть ты канал, который проводит эти энергии. Но обратите внимание, небесные энергии, точнее энергии небес на Земле провести в жизнь. Почему, говорю, начинается мощнейшая реструктуризация всей жизни. Вот кроме того, когда вы сидите там в медитации, в какой-то практике, в размышлениях, ну, то есть все, что задействовано, где задействовано сознание, да, ментальная сфера, вот все, что за пределами этого, туда везде нужно внести небеса на земле, протранслировать эту энергию. Заземлить, или хорошее слово, которое сегодня возникло, да, осадить. Процесс потрясающий, мощнейший, масштабный. Задействовано будет все. И неважно, проработанный ты, не проработанный, коснется всех, но просто кто-то, как говорится, впереди планеты всей бежит. А не в плане, что крутой, а в плане просто к этому давным-давно пришел, и, соответственно, с тех пор по этому пути идет. Так, что-то мне здесь еще нравилось. Ну и вот. Жизнь автоматически не реорганизовывается сама по себе на плотных наших уровнях. Требуется участие, включение. То, как это работает, новый сигнал передается в тело вначале, и он создает давление для согласования. Вот я вам говорила, да, про то, что вот эта жизнь соединена с какими-то телесными, физическими проживаниями. Я в тему физики тела не захожу, вы знаете, я в ней не разбираюсь. Единственный такой вот кусочек могу вот от Лорен. У нее прямо этот раздел, но я его еще несколько раз буду читать, чтобы до меня дошло. Вернее, свои какие-то вещи распаковались, потому что я его только сегодня обнаружила. Там именно про установление пары между телом, ну то есть теми биологическими изменениями, которые происходят на уровне тела, и тем, что происходит в разных сферах жизни. У меня пока картинка целостности не сложилась, да. Я понимаю, что это связано, это озвучено, это заявлено. Осталось только вот пропитаться, как это. Соответственно, одно без другого не работает. Это как две части единого целого. Я так думаю, нас тут с вами программируют на вот это ощущение единства и целостности. Не в плане концепций умозрительных, да, а как вот в реальности. Каким образом сферы жизни, там, где вы взаимодействуете, живете, там в быту, на работу ходите, вот это все, да, связано с вашим физическим телом. Сейчас такой период, ответы, они приходят, но они вот распаковываются. Ну, то есть пока ты с какой-то конкретной ситуацией, где вот эта согласованность, взаимосвязь присутствует, не столкнешься сам, вот тогда доходит, тогда это становится триггером и запускает процесс. Вот про это речь, да? Вот я могу прочитать много чего, и озвучить могу сама много чего.
Но для того, чтобы это стало вашей реальностью, надо, чтобы это перешло из разряда умозрительной концепции, о чем я слышал, о чем я знаю, где-то читал, кто-то сказал, вот осело в конкретных каких-то физических действиях. Причем даже не в действиях, в жизни. Ну, то есть стало образом жизни. И это не то, что ты однократно сделал, как Алена походила 2 недельки на массаж, и потом вот увлеклась и на выходе никуда больше не ходит. Это вот не про такую периодичность, да? Оно становится образом жизни, прозой жизни, ну, то есть неотъемлемой частью жизни. Почему говорю, задача со звездочкой. Масштабная, не сильно простая. Потому что энтузиазм поймать, на этой волне побежать что-то сделать несложно. Вот при всей моей дисциплине, да, вот слилась запросто. Ну, смотри, как я туда дойду потом. Я тут в баню ходила каждую неделю, в сауне парилась. Ага. 2 недели Алена работает. Ну, это потому, что Мариса на нее нету. Так, ладно. Чувствую, что я тоже этот проводник. Ну, вот сегодня вся сегодняшняя часть, она, я надеюсь, она будет все-таки полезной кому-то, и к тем, кто только-только начинает, но, в принципе, это все-таки для проверенной нашей уже аудитории. Поменяли стиральную машину, чайник, внутри что-то щелкнуло, столкнулась с новой волной страха, слезы так лились, давно не было. У меня очень эмоционально был конец марта, прям столько всего поднималось, но я сейчас туда заходить не буду. Вот кто на мастерской практик был, я там эту часть рассказывала. Тут точно знаю, 27 марта было. Вот там была прям повышенная эмоциональность, но она связана не с тем, что... Вот у меня все со знаком плюс. Я на все смотрю. Но опять же, кто во что себя взрастил? У кого вот эти все страхи и всякие разные штуки, но мы же записали мастер-класс. Я сегодня только озвучила, что он доступен. Все, он готовый, соответственно, в него можно вписаться. Там сколько он, 4 с чем-то стоит. Ну, в общем-то, не те деньги, это не наши большие курсы, это одноразовые, но там инструменты по работе со страхами, точнее, очищениями. А когда не ты делаешь, а обращаешься, просишь, чтобы тебя вычислили, сделали, там богатейший инструментарий. Сколько там? 20 техник записали. Причем, говорю, 6 часов. 20 техник записали. Плюс программа медицинской помощи, это 21-я бонусная. И на выходе они там в разных вариациях комбинируются, комбинируются, но самое главное, на каждую технику можно огромное количество запросов придумать, и все это дается. И, кстати, вот еще одно осмысление моего последнего времени, вот я даже на мастер-классе озвучила, что мы стали делать всякие разные протоколы, я так и называю слово протокол, в этом году появилось. Когда ты пишешь вот не просто упражнение, как раньше было, не просто какая-то техника, даешь конкретные разные запросы, более того, каким образом их между собой сочетать. Раньше, и вот я несколько раз уже это озвучивала, да, что когнитивные способности людей падают, мысли стали хуже выражать, очень много обобщений, как вот тут, да, где-то не работает, где непонятно, контекста никакого нету и так далее. Ну, в общем, реально вот проседание идет в коммуникации, в том, как выражаются мысли. То есть там больше нету ясности, фактичности и так далее. То есть заход был таким. От меня торкнуло, просто время изменилось. Ну, потребности и реальности времени другие стали. И тоже откровение дошло очень просто, знаете, через что? Мне вот нравится, у меня есть, ну, я фанат сервисов всевозможных, люблю ими пользоваться. У нас обширнейший инструментарий. У меня, по-моему, мы 300 всевозможных дневников, форм, тестов вот за 2 или 3 года последний сделали, как новый этот инструмент добавили внутрь курсов и так далее. И он все становится больше, больше способов применения. И что для меня ценно, я хожу по разным сайтам, я собираю именно вот эти способы применения, потому что инструмент, понятно, вот он, а что ты из него можешь сделать? Иногда какую-то фразу читаешь, а я вот это могу применить вот так-то, так-то. То есть я такие вещи, я просто попросила чат GPT мне раз в неделю собирать там из рассылок, из обновлений сайтов, то есть сводку такую выдавать, как раньше это было. Не я хожу, а вот по таким определенным темам. И опять же семафорить, вот это важно, вот это не важно. Ну, то есть какое-то утилитарное использование, но на выходе о чем это отличается от того, что мы делаем? Зачем напрягать мозг? Он перегружен. Зачем напрягать ментальную сферу? Зачем обучать, как правильно формулировать запросы, тра-ля-ля? Ты берешь десяток готовых запросов, смотришь, есть ли у тебя резонанс. Если резонанс есть, если тебе запрос понятен, внутри все отзывается, ты просто его используешь. Не нравится, ты можешь под себя переписать или отложить в сторону.
И почему это надо идти через обесценивание, вот это вот там ослабление, тра-ля-ля? Нет. Мы живем в эпоху быстрого контента. Все эти рилсы, шортсы, тра-ля-ля, много этих слов, тиктоки. Очень... И тут оно готовое. Распечатал и пользуйся. Это же удобно. И получается, не через преуменьшение, даже в чем-то обесценивание, ты заходишь совершенно с другим мотивом. Просто потому, что это удобно и быстро потребляемо. Не надо напрягаться, соответственно, не надо придумывать. Сокращает объем работы, который подготовительно нужно провести, чтобы этим воспользоваться. И тут же снижается уровень требований. Не нужно быть там начитанным, уметь вот это делать, вот это, вот это. Ты можешь сразу взять и использовать. И это тоже колоссальный разворот. Я думаю, если бы я с вами еще часок поговорила, я бы еще бы десяток примеров всевозможных вытащила. Ну, в общем, я к чему все это? Идет фундаментальный сдвиг. Вернусь к той метафоре, которую привела, да, у нас этот день весеннего равноденствия послужил такими вратами, через которые мы пролезли. Может быть, не все, но пролезли, мы прошли. И здесь совершенно другая реальность, с другими перспективами, с другими взглядами на многие вещи, где то, о существовании чего ты вообще не подозревал, вдруг проявляется и меняет вообще абсолютно все. Но это я не знаю, если ты всю жизнь жил в плоском мире, когда-то мультик такой в Ютубе ходил, да, что такое плоский? Когда там есть длина и ширина, а высоты нету. Это 2D, которая, да? И вот они такие плоские, такие вот, у них даже миллиметра нету, вот чтобы высоты подняться. И оно все такое плоское. И тут хоп, раз превращается в объемное. Это легко представить, в школе все проходили черчение. Помните, вот у меня были сложности с перенесением объема вот в это в 2D, когда на плоском листе бумаги написать, нарисовать, да, вот эту плоскую. Детские рисунки плоские, много чего плоское. Все, кто в художественной школе не учились, у нас все плоское, когда мы рисуем. Там ни тени, перспективы нету, оно не становится объемным. И вдруг раз у тебя появился вот этот объем. Вот мы в процессе этого находимся. Это потрясающе, но переполняет. Так, давайте мы с вами переключимся на медитацию саму, иначе я могу рассказывать долго, потому что тут оно выходит, да. Энергия вчера шпарила, голова целый день горела, но это не давление. Слушайте, ну, тут и ноги без конца, причем сверху вниз, снизу вверх идет такое ощущение мощнейшего движника. Когда там зимой был период очень мощный, когда хотелось ноги в холодную воду засунуть, вот сейчас по холодному полу можно ходить. Ну, в общем, потом надо будет сделать из этой трансляции такую сводную, опять же, собрать вот эти основные пункты, потому что каждый из них можно смотреть и его дальше разворачивать. Попыталась по верхам пробежать, но просто давно не было эфиров, сори. Вот. Соответственно, тему для групповой медитации какую предлагаю? Кроме того, что в круге света, и все это приумножается, синергия, ты. А вот для того, чтобы была эта согласованность, да, как обычно, есть что-то, что нам мешает. Вот в моем случае, да, я почему-то держалась за убеждение, что раз вот завел это приложение, за него надо держаться. Несмотря на то, что оно ограничивает, и было понятно давно, что оно ограничивает именно по функционалу развития основного сайта, потому что там это реализовать невозможно. И тут так шаг за шагом все это переступилось. Соответственно, есть некие ограничения, которые не дают развернуть вот это свое текущее мироощущение, свое текущее восприятие того, кто вы есть, какие вы есть, но не вовне абстрактно, да, в проявлении, там еще где-то, а в своей реальной повседневной жизни. Она у каждого разная. Кто-то, как я, большую часть времени дома за работой проводит. Кто-то мотается без конца, решает какие-то вопросы, задачи. Кто-то в семье, в кружках детских и так далее. Ну, то есть стили жизни у нас разные. Как вот там. Вот все, что за эти годы было осознанно, накоплено,
прожито, как весь этот свет и всю эту любовь вот здесь вот осадить. В конкретной ситуации взаимодействия, не знаю, там, с кредитором, с домоуправлением, не знаю, там, с какими-то чиновниками, в конце концов, с гаишниками, если они сейчас есть, и так далее. При взаимодействии там с воспитателями, с учителями и так далее. Это не столько про проявление себя, а вот чтобы все было согласовано. Опять же, все примеры, которые привожу, они завязаны на нас. Но здесь есть дом, есть дача, есть места там, где вы бываете. Делайте это вы по службе из чувства долга, взаимодействуйте, потому что так принято, так надо, или потому что это отражает вашу суть и является частью вас, продолжением всего того нового, что вы даже в этом году уже успели для себя открыть. Соответственно, вот эти с вами препятствия сегодня убираем. Если, конечно, на то есть ваше согласие. Медитация про согласие. Невозможно провести ее без вашего согласия. Сделайте медленный глубокий вдох, такой же медленный полный выдох. Заземляемся, да, приземляемся в свое тело обратно. Алену слушать приятно, возможно, но нам нужно вернуться в наше тело, прочувствовать, что там говорят клеточки, какие сигналы подают разные участки нашего тела. Возможно, какой-то орган вам шлет улыбочку, а какой-то хмурый, такой нахмуренный смайлик. Говорит: эй, обрати на меня внимание. Еще один медленный глубокий вдох, и на выдохе переключаемся в пространство своего сердца. Прям вот здесь сосредоточьтесь. И несколько глубоких вдохов, выдохов, глубоко погруженный внутрь себя. К сожалению, контакт с нашей душой, уж тем более с высшим я и еще выше, невозможен без присутствия в своем собственном теле. Поэтому у нас тело так часто и выбивают, вышибают прям из наших фантазий, мечтаний, умствований, рассуждений. Вернитесь в тело, чтобы контакт прочувствовать, стать продолжением этого контакта. И когда настроитесь, вот внутри себя прям фразу можете проговорить, чем мы сегодня с вами хотим заняться. Да, вот как выстроить эту вот согласованность между тем, какая я есть, какое я себя ощущаю внутри, и тем, как ощущается моя жизнь в разных сферах. Вот мы хотим простроить мостик от одного к другому, чтобы вот весь накопленный, наработанный свет и любовь втекали туда. Без каких-либо практик, медитаций, усилий. Соответственно, есть некие препятствия. И вот попросите ваше Высшее Я перенести вас в то пространство, где мы можем спокойно поработать над отпусканием, растворением этих препятствий. В конце концов, над осознанием этих препятствий. Возможно, за что-то держитесь. Хотя скорее это про неосознанность. Потому что не осознаем какие-то вещи. Что это за пространство? Находится на Земле или где-то на тонких планах?
Какие ваши ощущения в этом пространстве? Задача прочувствовать максимальное раскрепощение, расслабленность и самое главное, вот эту безопасность. Что если что-то тянет меня назад, прибивает меня к земле, не дает мне расправить крылья, я могу это вычленить и преобразить. Но для начала состояние, да, желание готовности выявить, что это, и дальше преобразить. И сейчас воспользуемся такой метафорой, нырнем внутрь себя, и там либо дом с комнатами, что-то такое, где вот, внутреннее какое-то помещение, шкафы, сундуки, коробки. И даже если вы педант и аккуратист, там как-то вот хаотичненько. Тут разбросано, там повешено, там наброшено, тут споткнуться можно. Это такая визуализация, да, тех препятствий, которые стоят на пути соединения того, какие вы есть, и проникновения, прописывания в разных сферах жизни. Я с детьми, я с мужем, или женой, я с коллегами. Это работа, это отдых, это досуг, это путешествие, это развлекаловка. Огромное количество сфер. Вот я на расслабоне, вот я деловая колбаса. И сейчас представьте, что вы подносите руки прям вот по центру перед собой, напротив своего сердца. Сделайте медленный глубокий вдох-выдох, и свое сердце прям в руки выдохните. Эту готовность убрать препятствия, готовность, наверное, самое главное, соединить свою жизнь с тем, какие вы сейчас. Именно сейчас. Не вчера, не позавчера, не год назад, сейчас, сегодня. У кого визуализация работает, можете представить, что вот руки окутываются фиолетово-золотым пламенем. Руками будем работать. Виртуально, но руками. Прям вот пламя окутывает. Мы ходим по этому помещению, по этому пространству, сколько там комнат, коробка, шкаф, платье наброшено, не знаю, там обувь раскинутая, сумочки, там еще что-то. И прям руками подходим, да, прикасаемся, позволяя запустить процесс вот этой трансмутации, да, преображения того, что препятствует, того, что стоит на пути, служит барьером, который не позволяет транслировать свой свет и любовь детям, всем людям, с которыми вы взаимодействуете, в том, как вы говорите, что вы говорите, в отношении, как относитесь к чему-то, как воспринимаете что-то. Опять же, как творите, отдыхаете, вот во все сферы, вот все, вот прям подходим. Чем больше себе представите, потом можно будет продолжить эту практику, когда две руки, объятые золотисто-фиолетовым пламенем, и вы вот подходите и растворяются все эти препятствия, коробки. До тех пор, пока внутри не почувствуете либо упорядоченность, когда все на своих местах и проходы открыты, либо вообще пустота.
расчищенное пространство, освобожденное. Медленный глубокий вдох, медленный выдох. Мы с вами инициируем этот процесс. И сейчас я хочу напомнить, что обычно мы встаем в круг света. Давайте мы напоследок с вами в него встанем. Сколько участников есть в разных городах, в разных странах. Единый круг света. С этими руками, которые насыщены золотисто-фиолетовой энергией, очищающими, преобразующими не только пространство внутреннее, да, но разные сферы жизни. И попробуйте почувствовать эту волну, да, коллективного преображения. Именно тот дух преображения. Алхимики там пытались свинцо в золото превратить, да, а у нас с вами препятствия растворяем, преображаем в возможности. Попробуйте это объединенное поле прочувствовать. Сделайте медленный глубокий вдох, медленный выдох. Поблагодарите своих ангелов-хранителей, свое высшее Я. Я есть тот, кто я есть. Свое Я есть присутствие. Наставников, которые всегда рядом, у которых безграничное терпение ко всем вашим выкрутасам. Поблагодарите себя за те трансформации, через которые вы проходите, и готовность двигаться, готовность меняться. В данном случае расхрамляться, преобразовывать препятствия в возможности. Сделайте глубокий вдох и заземлите эту энергию в решетку Земли, в ядро планеты. И откройте глаза. Сохрани вот это состояние. Соответственно, домашнее задание. Впервые. Ну, не впервые, но не так часто они бывают, да? Когда почувствуете вот это ощущение нарастающего хаоса, если почувствуете, вот представили себе это внутреннее пространство, метафору там с коробками, разбросанными вещами, и точно так же, да, в руках вот загорается это фиолетово-золотистое пламя, подходим, прям прикасаемся. Для того, чтобы это осадить в физической реальности, можете после эфира точно так же подойти, не знаю, там, воду, которую пьете, бутылка, если стоит у вас, да, эти большие, как они называются, бутыли, там, к каким-то вещам прикоснуться, к своим, там, к платьям, к чему там, не знаю, к мочалке, к чему-нибудь, чтобы прочувствовать, как вот одно связывается с другим и запускает некий процесс. Знаете, что удивительно? Вот я сказала, что мы с 2012 года, с июля, с дня вне времени проводим групповые медитации раз в месяц. И впервые мы в круг вставали, не вот это как объединялись, а просто встали в конце, потому что я только про это в конце вспомнила. Понятно, что перекос мы на курсах практики не делаем в кругах света, но все равно. Один раз, я помню, мы встали в него, выйти забыли. Да. Но вот так вот, чтобы он вообще вылетел на групповой медитации, это тоже что-то новенькое. Прям удивительно.
Для меня это про фокус. Достаточно смотреть в сферу жизни. Я вижу, как изливается ручеек. Нет, энергия-то она изливается, и можно наполнять чем угодно. Вопрос тут же про во всей ли вы своей полноте света и любви присутствуете в этой сфере жизни. Давайте так. То есть не я наполняю энергией, светом и любовью, совершаю действия, а во всех ли вы сферах жизни одинаково равнозначно присутствуете в виде света и любви. Слушайте, тут говорить можно вот еще на часок зайти, да? С каждым разом новая какая-то вот перспектива, какой-то новый ракурс проявляется. Вот люблю эти времена именно за вот такие моменты. Тут даже не про сознание дело, а оно хоп, раз, вот и повернулось там. Раз и развернулось. Прям удивительно. Так, ну что, на сегодня мы с вами почти завершаем. Все, кто будет смотреть эту трансляцию в записи, соответственно, с вас обратная связь, что получилось. Ну и те, кто сейчас трансляция прервется, не успел еще написать, напишите. У меня бывают редкие минуты, когда упадок сил или вообще ничего не хочется, я тогда иду читаю для вдохновения, кто у нас что где пишет. Когда-то я прям этим спасалась, сейчас просто такие моменты бывают не так часто, но когда-то это было прямо отдушина, да? Видеть, что то, что ты делаешь, имеет значение, имеет ценность, было важно. Ну а сейчас это какая-то расплата в кавычках, чтобы не только я поработала, но и вы что-нибудь сделали. Так, у нас сегодня с вами было 4 апреля. Соответственно, все дальше по расписанию. Я пока не определилась. У нас на этот месяц стоит курс «Практикум принятия для самостоятельного прохождения». Кто у нас до телеграм-канала не дошел, работает, или до нашего сообщества в центре обучения, в этом месяце, поскольку практикум принятия – это и про принятие, но там классно идет работа с негативными мыслями, с убеждениями, вот мы тут материальчики готовим, возможно, даже тренажерчик или тестик какой-то вот для работы и с этими искажениями, ловушками ума, и с убеждениями всякими. Вот не знаю, рассчитываю, что успеем. За следующей неделе за все за это сядем. Будут материалы, но просто они будут вот... Раньше писал в телеграм-канале, это сколько жизнь усложнилась, да? Раньше можно было в одно место отправить, а сейчас россияне туда по большей части попасть не могут. Ну, будем выкладывать на сайте. В нашем сообществе при центре обучения. Мы там его переделали тоже. С него, в принципе, тоже много чего началось. Я там аудиоплеер красивый поставила, мы туда видео добавили, что можно раскрываются, смотреть, как вот раньше в YouTube было. Куда ссылку не повесишь, везде видео раскрываются, такие моменты мелкие. Вот, ну, потому что если вдруг что-то запретят, вы знаете, где нас искать. Центр обучения ключей мастерства. И, как выяснилось, попасть туда можно с главной страницы ключей мастерства. Там прямо вверху висит кнопка. Кабинет. Народ так ходит. Ну, окей. Очень приятное еще состояние. Хорошо. Ну, помедитировать, повизуализировать всегда полезно. Особенно, когда что-то исторгаешь из себя. Самое главное, мы не чистимся больше, да, мы высвобождаем пространство. И это очень важно. Очищаем, высвобождаем, расчищаем, преобразовываем внутри себя для того, чтобы все-таки больше согласия было по разным сферам жизни. Но на самом деле вот темы через год, да, они просто углубляются и с другой стороны заходят. На сегодня все. Всем большое спасибо. Рада была увидеться. Надеюсь, в апреле... А там будет время, да, у нас всего 2 трансляции по курсам, по-моему. Просто курс пока записываем, все внимание там, а тут мы умудрились не только курс записывать, параллельно еще мастер-класс записать. Это, конечно, Алена отдыхать умеет. Это я над собой, если что, ржу. В общем, всем большое спасибо, остаемся на связи, не теряемся и попробуйте прочувствовать. Вот реально сквозь игольное ушко прошли, и вот это
пространство, оно имеет другие какие-то вещественные характеристики, которые не только считать можно, да, но уже вот физически видишь, как это разворачивается, либо не стыкуется. Наблюдайте. Все. Всем большое спасибо и увидимся на следующей групповой медитации 5 мая. Пока-пока.